Апогеем нашего путешествия по Перу станет посещение Мачу-Пикчу. Каждые 20 минут из близлежащего городка Агуаскальентес сюда приезжает автобус, полный туристов. Мачу-Пикчу находится на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году памятник был удостоен звания нового чуда света. Сейчас мы идем через тропический лес по узкой тропинке с крутым обрывом по правую руку. Как считается, эта дорога раньше была секретным входом в Мачу-Пикчу. Для туристов проход оканчивается перед так называемым мостом инков. Мост представляет из себя несколько бревенчатых досок, находящихся над обрывом. Невольно изумляешься, как вообще кто-то отваживался раньше здесь ходить. Хотя можно просто не смотреть вниз, а любоваться пейзажем, ведь он здесь невероятно красив. Здесь якобы была каменоломня. Нет, мы просто вчера в этом... Никаких отверстий на камнях нету, которые могли бы говорить о том, что здесь действительно добывали камень. Все это гранит. Мачу-Пикчу называют затерянным городом инков, потому что его обнаружил американский археолог Хайрам Бингем лишь в 1911 году. Хотя есть свидетельства, указывающие, что о местонахождении руин древнего города некоторые исследователи знали и до него. Историки полагают, что Мачу-Пикчу был построен инками в 15 веке, а в конце того же века он был заброшен по непонятным причинам. Однако в центральной части древнего города находятся такие мегалитические конструкции, возведение которых инкам было просто не под силу. Видно, что где-то кладка поплыла. Видно, тут было несколько землетрясений. Странно, что более слабая кладка, халтурная, инкская, она выжила. А эти мегалитические блоки почему-то развалились. Скорее всего, это указывает на то, что это гораздо более поздняя кладка. Интересно, но на блоках следов распиловки вообще нигде нету. В Мачу-Пикчу в одном месте собрано все то, что мы встречали на древних памятниках Перу. Есть здесь и мегалитическая кладка, и трапециевидные ниши, и трубчатые отверстия, и загадочная Интиуатана.
Есть здесь и полигональная кладка, и земледельческие террасы в огромном количестве. В Мачу-Пикчу имеется около 200 зданий. Отсюда историки делают вывод о том, что численность населения в период расцвета города достигала более 1000 человек. Такую же кладку мы встречали и в городе Куско, и в Писаке, и в других местах Перу. А здесь мы видим, что кладка является продолжением скалы. А где-то сама скала настолько органично сливается с постройкой, что трудно сразу определить, где кладка, а где обработанный скальный выступ. Имеются здесь и ручейки воды, как те, что мы видели в Тамбомачае. Есть в Мачу-Пикчу и обнесенная по периметру каменной кладкой гранитная скала, как в Писаке. Одним словом, в Мачу-Пикчу можно увидеть все. И здесь же можно встретить местных представителей семейства верблюдовых, прекрасных лам. Ну а напоследок посетим мегалиты городка Агуаскальентес, расположенного у подножия Мачу-Пикчу. На одном из мегалитов мы нашли вот такой вот след. Однако, этот след оставлен уже современными инструментами.